Всем привет! В этом видео постараюсь ответить на самый часто задаваемый вопрос в комментариях. Это когда снимать ленту, изоленту, или иной обвязочный материал, которым мы фиксируем черенки во время прививки. Сперва мы снимем вот эту ленту, посмотрим, как срослось. Далее сравним с аналогичными прививками, на которых лента отвалилась сама раньше времени, или вообще осталось больше года. Как говорится, только факты и следствия. Не переключайтесь. По возможности на прививку, которую показываю, буду оставлять ссылку в верхней части экрана. Например, вот здесь на один подвой делалась прививка персика и абрикоса. Кому интересно будет, посмотрите. Эту решил оставить на следующий год как есть, а эту сейчас перемотаем. Ну и будет еще один наглядный пример для сравнения в новом году. Теперь в самом начале, для тех, кто торопится, так коротко и сжато, как, на мой взгляд, поступить вот с этой лентой в идеале. Когда мы сделали прививку, то где-то через месяц, через два, когда уже есть явное развитие, скажем, сантиметров 30, то тогда лучше всего эту ленту снять, сделать ревизию и опять намотать по новой, но уже с меньшим усилием, чтобы лента не мешала утолщению. Теперь обо всем поподробнее. Не переключайтесь. Напомню, эта прививка делалась 15.07. Это персик и абрикос. Не знаю, как видно, но срастание вообще отличное. Помощник подтверждает. Теперь, как я сказал, обратно заматываем, но уже с меньшим усилием. Сейчас лента нужна только для того, чтобы вот эта рамка не обветривалась. И вот так все залеплю пластилином. Закрываем плотно, чтобы вот в эти щели не попадала вода. Иначе она в зиму в минусовую температуру замерзнет и нашу прививку вырвет. Вот примерно так. Следующее это абрикос. Здесь лента отвалилась сама примерно месяца через два, как делалась прививка. А делалась она 15.06. Ссылку тоже оставлю в верхней части. И как мы видим, в сравнении с предыдущей, здесь обветривается рамка. Нет такого вот гладкого срастания. Даже если вон такие щели. Если сюда попадет вода, замерзнет в зиму. И, возможно, прививка погибнет. Давайте покажу с другой стороны. Так, сейчас это тоже вот так обмотаю лентой и закрою все герметично пластилином. А на этом абрикосе покажу, как можно еще бороться с обветриванием. Прививка сама делалась в 2019 году, ей сейчас 2 года. Вот здесь был еще один черенок, но он сломался во время ветра. И на его месте кора стала усыхать, и древесная часть оголилась. Далее взял обычную стрейч-пленку пищевую, и вот так замотал. И под пленкой уже стал собираться камедь. Камедь застынет, и под камедью будет идеальное условие для образования калиуса. Сейчас ставлю кадры, как это делалось, как это выглядело в августе.
привет! Это прошлогодняя прививка абрикоса. Вот здесь был еще один черенок, но когда ветки пошли в рост, я не доглядел и во время ветра отломилось. И сейчас вот здесь плохо затягивается. Хочу все вот так перевязать вот такой простой лентой, не специальной. И посмотрим, что будет недели через 2. Я думаю, что сейчас вот это обветривается и поэтому не затягивается. Не переключайтесь. И так получилось примерно вот такое. Цель не перетянуть все сильно, герметично, но вот чтобы прикрыть, слегка прикрыть, чтобы не обветривалось. Вот так примерно. Следующий опять абрикос. Прививка делалась в сентябре 2019 года. И зимовала вот так в чуме с отоплением. Ссылку тоже ставлю. Помощник устроился. Вот так. Здесь использовалась изолента. И по мере утолщения, вот видно вам против солнца, вот, изолента со временем теряет эластичность, и она вот лопнула. Ее можно снять, даже новые уже не надо наматывать. Ну, можно вот так садовым варом пройтись чуть-чуть. Вот так вот. С той стороны покажу. Да. На зиму вот так ее тоже вот стрейч-пленкой замотаю. Далее яблоня. На ней 2 прививки. Делались они весной 2019 года. Вот это за кору. И изолента снималась через месяц-полтора. Ну, вроде уже ничего не видно. Это вращеп. 2 черенка. Один сломался во время ветра. В прошлом году у нас был ураган. Изолента не снималась. Как мы видим, она мешает утолщению. Вот здесь уже. За это время внешние слои изоленты, они прикипают. Ну и как бы снять ее бывает сложно, отмотать. Для этого, чтобы снять изоленту, можно сделать на ней вот такие надрезы. Неглубокие. Но мне чуть-чуть неудобно. В нескольких местах. И она где-то через неделю, через 2 уже отвалится. Вот это я сделал пару часов назад. Вот видите, как уже лента расходится. Иначе, если ее отматывать, то можно чуть-чуть поранить кору. Да? А вы как считаете? Помощники. А это груша. Здесь хочу показать, как изолента разрушается сама. Это окулировка. Когда прививке был год, то побег сломала собака. И взяли вот так изолентой ее опять стянули. Ну все изоленте. Вот с северной стороны она еще больше похожа на изоленту, а с южной вот все. На этом у меня все.
А вам всем здоровья, всем пока.